Сериал начинается с того, что Йокай и два призрака обсуждают способности Иванаги, божественного существа мудрости. Йокай утверждает, что видел, как Иванага раскрыла тайну. Он признает, что она свирепая девушка, которой скоро исполнится 20 лет. Но она уже раскрыла тайны и помогла Аикаше и людям благодаря мудрости, которую получила, когда согласилась стать божественным существом мудрости. Он говорит, что люди, которые пытаются обмануть ее, получают по заслугам. Он также рассказывает о том, как Иванага рассказывала людям убедительные истории, чтобы скрыть существование Аикаши. Йокай упоминает, что некоторым людям может не нравиться существование Иванаги, и он задается вопросом, не навредят ли они ей с помощью заклинаний или силы, потому что она все еще хрупкая девушка, и ее легко можно убить. Призрак уверяет его, что на стороне Иванаги есть люди, которые ее защищают, а ее мудрость помогает ей легко распознавать людей. Он заканчивает свой аргумент тем, что у Иванаги есть бессмертный парень, который ее защищает. Призрак понимает, что Куро еще сильнее, чем о нем говорят. Другой Йокай замечает его мрачное выражение лица и спрашивает, что случилось. Призрак объясняет, что в его квартиру проник странный монстр, и он думает, что однажды тот его убьет. Он вздрагивает от страха, когда видит карту смерти. Иванага и Куро обсуждают слухи, которые ходят по району, о том, что он приводил маленькую девочку Иванагу к себе в комнату и там с ней развлекался. Они, как обычно, спорят об этом, пока Куро не спрашивает, на что жаловался призрак в квартире. Иванага рассказывает, что призрак – это дух, который живет в квартире на 5-м этаже в комнате номер 3. Он смотрит фильмы с жильцом этой квартиры, но однажды ночью они оба услышали, как кто-то топает в комнате над ними. Призрак сказал, что шум был негромким и длился недолго, но он был целенаправленным, и у него было плохое предчувствие. Через несколько дней, когда топот не прекратился, жилец квартиры пожаловался управляющему, но тот сказал, что в этой комнате уже 2 месяца никто не живет. Призрак объяснил, что управляющий решил зайти в комнату, чтобы посмотреть на странную куклу, которая его напугала, и он в страхе убежал, не решившись подойти к ней. Призрак подтвердил, что кукла была необычной, потому что она бы представилась, если бы была обычной. Он сказал, что управляющий сообщил об этом хозяину квартиры, и они собирались вызвать экзорциста. Но ночи, когда был слышен шум, были страшными, и жилец квартиры беспокоился и не мог просто съехать. Призрак сказал, что он привязан к этой квартире и не может уйти, но он тоже боялся подниматься на верхний этаж. Он попросил Иванагу помочь ему разобраться с тем, что живет в этом доме. Иванага решил, что им нужно узнать о предыдущих жильцах этой комнаты. Иванага предлагает Куро переехать в другую квартиру, пока они будут проводить расследование, так как он жалуется на свою нынешнюю. Куро спрашивает, почему монстры тоже боятся шума, ведь они не люди, но Иванага дает ему убедительный ответ. Она говорит, что пора приступать к расследованию. Через 2 дня Иванага представляет отчет о расследовании ЕКМ и призракам. Она сообщает им, что в здании нет инспектора по ЕКМ и что они слышали шум, потому что в пустой комнате прятался питомец управляющего. Призрак спрашивает про куклу, которую нашел управляющий, и Иванага объясняет, что управляющий солгал про куклу, потому что увидел своего питомца в комнате после отчета и не хотел, чтобы его секрет раскрыли. В правилах проживания нет запрета на домашних животных, и раньше он выгонял жильцов из-за питомцев. Но он не хотел, чтобы его секрет раскрыли и его бы осудили. Призрак спрашивает Иванагу, почему он не сказал, что комната не была свободна, и он упоминает, что все еще слышал шум 2 дня назад, хотя уже убрал питомца. Иванага объясняет, что если бы он солгал о том, что комната занята, люди бы это заметили, и он сам пробирался в комнату, чтобы его не поймали. Поэтому было бы очевидно, что он что-то сделал, и люди бы засомневались, что в комнате есть дух. Йокай удивляется, зачем управляющему было так напрягаться, чтобы скрыть питомца, и Иванага объясняет, что у него большая рептилия, которую нельзя держать в Японии. Она добавляет, что жильцы, скорее всего, подадут на него жалобу, потому что в здании есть дефект, который может повлиять на их финансы. Призрак винит себя за то, что зря испугался, а Иванага говорит, что уже допросила управляющего и заставила его признаться. Она говорит, что не собирается придавать огласке его признания, потому что это может создать проблемы для жильцов. Поэтому она заключила с ним сделку, чтобы Куро мог снять комнату по низкой цене. Куро подписывает документы и жалуется на вымогательство Иванаги, но она не соглашается с ним и говорит, что дело закрыто. По дороге домой Куро спрашивает Иванагу, не пришлось ли ей солгать жильцам, ведь кукла действительно была там. Но Иванага говорит, что не нужно их больше пугать. Она объясняет, что поскольку управляющий и владелец не смогли найти экзорциста и предложили забрать куклу, попросив скидку на аренду без залога и платы за ключ, это хорошая сделка. Она заключает, что им осталось только избавиться от куклы. Куро спрашивает, что это за кукла, и она объясняет, что это проклятая кукла, которая призвана изгонять демонов или монстров, которые появляются рядом с ней. Она предполагает, что предыдущий жилец нашел куклу после того, как ее функция была отключена, и принес ее в комнату, но после переезда он оставил ее где-то незаметно. Она добавляет, что владелец, должно быть, случайно активировал ее,
потому что такие проклятые куклы могут активироваться от крови или слюны. Поэтому если бы призрак в квартире пошел проверить, что происходит, он бы погиб. Иванага говорит, что только она может прикоснуться к кукле, и она приказала Аякаси, который днем находился рядом с лесом, где они нашли куклу, держаться подальше, потому что он убьет любого призрака или монстра. Иванага и Куро приходят в лес, и Иванага говорит, что ей нужно уничтожить куклу. Кукла превращается в свою истинную форму, и Куро узнает в ней борца сумо. Иванага объясняет ему, что борец сумо изначально был образом сильного человека, поэтому глиняные фигурки, найденные при раскопках, были сделаны в форме борца сумо. Она добавляет, что борец сумо выполняет упражнение Шико в качестве ритуала, чтобы подавить злой дух в земле. Поэтому тяжелые шаги, доносящиеся из комнаты, были вызваны упражнением Шико, которое напугало призрака внизу. Но из-за того, что они не были достаточно сильными, чтобы ударить по земле, сила не смогла полностью подавить призрака. Иванага просит Куро пойти и сразиться с куклой, чтобы все разрешилось. Куро говорит, что борец сумо выглядит сильным, и ему интересно, почему у борца сумо 4 руки и рог. Иванага объясняет, что это должно быть дело рук того, кто его создал. Куро лениво просит разрешения пойти домой, но Иванага говорит ему, что борец сумо автоматически пойдет и уничтожит его. Борец сумо замечает их, и Иванага просит его сразиться с ним. Начинается битва между Куро и монстром. Аякаи и призраки обсуждают способности Куро предсказывать будущее и быть бессмертным. Монстр убивает Куро, и он видит будущее, в котором монстр был убит. Куро возвращается к жизни и пытается прикончить монстра. Но чудовище оказывается сильнее, пока Иванага не прыгает с дерева и не пронзает монстра своей тростью. Куро добивает монстра, и тот исчезает. Куро и Иванага обсуждают произошедшее, и Куро начинает защищать действия Иванаги. После их разговора Иванага говорит, что им пора домой, потому что завтра у них занятия. По дороге домой они видят лес, полный якаев, и Иванага уверенно заявляет, что она божественное существо мудрости. Эпизод начинается с того, что два туриста поднимаются на заснеженную гору. Один из них, Хаята, толкает своего напарника Масаюки со скалы в глубокую расщелину, отчего тот теряет сознание. Масаюки приходит в себя и не понимает, почему Хаята его толкнул. Он понимает, что не сможет подняться обратно на вершину, и несколько раз повторяет, что умрет. Внезапно божественное существо в белом одеянии называет его глупцом за то, что он отправился в горы с коварным спутником, но он молча смотрит на нее. В конце концов он говорит, что не понимает, почему его друг толкнул его, но он был его верным товарищем. Божественное существо говорит ему, что судя по обстоятельствам дело обстоит иначе. Божественное существо представляется Юкианой, но он уверенно говорит, что она не похожа на Юкиану, потому что Юкиана всегда невероятно красива. Она ругает его за дерзкие замечания, но предлагает помочь. Масаюки ожидает, что Юки убьет его, но она отказывается и спрашивает, читал ли он когда-нибудь книгу Якумо Кайдзуми Юкиана, где Юкиана спасла молодого человека. Юкиана создает защитный щит, чтобы он не замерз насмерть. На следующий вечер она предлагает отнести его вниз с горы, потому что если идти сразу, то это вызовет подозрение у тех, кто упал со скалы. Масаюки спрашивает, почему она помогает ему, а она в шутку отвечает, что он красивый и молодой. Она объясняет, что если бы постоянно кто-то погибал, то на поиски отправились бы все, и тогда пришлось бы строить что-то новое, поэтому спасать людей – это лучший вариант. Юкиана дает Масаюки толстое одеяло и забирает часть его денег, чтобы купить еду и напитки, потому что они вкусные. Юкиана и Масаюки немного разговаривают, а потом она уходит. Масаюки понимает, что это не было иллюзией, как он думал. На следующее утро приходит Юкиана и выносит его с горы. Она просит его пообещать, что он никому не расскажет об их встрече, иначе она его убьет. Масаюки в шутку говорит, что расскажет всем, если захочет умереть, но она отчитывает его за такие мрачные мысли, и он соглашается. Друг Масаюки, который столкнул его Хаята, сообщает другим туристам и охране, что Масаюки упал с горы, и его не смогли найти, потому что он был засыпан снегом. Он притворяется, что волнуется, и охрана обещает отправить поисковую группу на гору. К их удивлению, Масаюки заходит в комнату, и Хаята начинает сильно переживать, спрашивая, как он остался жив. Масаюки говорит охране, чтобы они арестовали его, потому что он столкнул его со скалы, но он выжил и нашел безопасный путь вниз с горы. Масаюки госпитализирует, чтобы вылечить его травмы, а его адвокат передает ему признание Хаята, которое тот дал под давлением. Хаята сказал, что не мог себя контролировать, потому что девушка, которая ему нравилась, вместо этого влюбилась в Масаюки, и он ревновал. Хаята хотел, чтобы Масаюки поговорил с ней от его имени, но безразличие Масаюки к этой ситуации заставило Хаята задуматься об убийстве, чтобы приблизиться к девушке, если она будет горевать из-за смерти Масаюки. Масаюки называет это глупой причиной и говорит, что разочарован тем, что его чуть не убил человек, которого он считал своим другом со школы. Его адвокат сообщает, что родители Хаята предлагают выплатить компенсацию, и он советует принять ее, потому что родители Хаята богаты.
Масаюки дочитывает книгу Якумо Кайдзуми и приходит к выводу, что в мире есть страшные вещи, поэтому он больше никогда не будет ходить в горы. 11 лет спустя Масаюки возвращается в деревню и видит Юкиану, сидящую на скамейке в городе. Он садится рядом с ней и специально рассказывает о встрече с Юки на горе. Юкиана с удивлением смотрит на него и сразу же напоминает ему о своем предупреждении, что она убьет его, если он кому-нибудь расскажет о ней. Масаюки говорит, что просто вспоминает о том, что произошло, и он прекрасно понимает, что Юкиана — это та самая Юки, которую он знает. Они, как обычно, подшучивают друг над другом, и Масаюки говорит, что удивлен, что она узнала его спустя 10 лет. Юкиана признается, что с тех пор никого не спасала, и Аякаси тоже больше обращает внимание на ауру человека, чем на его внешность. Масаюки говорит Юкиане, что его это беспокоит, потому что он так и не отблагодарил ее за спасение. Он говорит, что работает и у него достаточно денег. Юкиана признается, что с тех пор, как началась инфляция, у нее действительно не хватает денег, и ей нужно узнать побольше о человеческом мире, поэтому она не против его предложения. Масаюки говорит, что он снимает квартиру на окраине города, и она может есть все, что захочет, без посторонних глаз. Юкиана взволнованно спрашивает, будет ли он готовить, и он отвечает утвердительно. Он говорит, что научился готовить после развода, который случился у него в прошлом году. Юкиана замечает, что Масаюки выглядит не очень хорошо, и он признается, что страдает от острой мизантропии, потому что женщина, которой он доверял, изменила ему, его чуть не убили, и он развелся. Но и это еще не все. Его предал коллега, а компания, которую он основал сразу после колледжа, была поглощена другой компанией за 3 месяца до того, как он остался без работы. Масаюки говорит, что привел свои дела в порядок и вернулся в город, но не ожидал увидеть здесь Юки. Юки говорит, что у него, наверное, проблемы с деньгами, поэтому она не станет вмешиваться в его дела. Масаюки понимает, что она все та же разумная Юки, но уверяет ее, что у него достаточно личных сбережений, чтобы жить в роскоши следующие 30 лет. Юки снова волнуется и рассказывает ему, что она хотела бы купить. Он говорит, что идет в магазин, и она может пойти с ним и выбрать все, что захочет. После их встречи Юкиана часто приходит к нему домой. Они вместе готовят и вместе гуляют по городу. Через 4 месяца Масаюки звонит его бывший подчиненный и рассказывает о своей одинокой жизни. Она уверяет его, что будет ждать, когда он откроет свой новый бизнес, и готова работать на него. Масаюки заканчивает разговор и подходит к Юкиане, которая с аппетитом ест. Масаюки рассказывает ей истории о Юкиане, с которыми она не согласна. Он спрашивает, есть ли в городе Юкианы, о которых она не знает. Она подтверждает, но говорит, что Юкиане легко попасть в беду, если они будут общаться с людьми, поэтому немногие из них сближаются с людьми. Она добавляет, что люди не уважают мир таким, какой он есть, поэтому с ними опасно находиться рядом. Масаюки спрашивает, не опасно ли ей приходить к нему, и она признается, что друзья предупреждали ее, чтобы она не приходила. А некоторые считают, что если они будут общаться с людьми, то поймут их. Юкиана упоминает, что она советовалась с божеством мудрости Иванагой, как ей лучше поступить. Она называет Иванагу посредником, и он в шоке кашляет, услышав, что она человек. Она говорит, что Иванага согласился на их дружбу, если никто не будет их замечать, и он не будет слишком сильно пользоваться ее помощью. Масаюки рассказывает о своей затворнической жизни, и Юкиана говорит, что он выглядит более живым, чем раньше, поэтому она готова быть рядом, пока его сердце не исцелится. Она дразнит его, говоря, что может составить ему компанию в постели, потому что он давно не был с женой. Масаюки отказывается, говоря, что он уже мертв и не сможет быть хорошим партнером. Он спрашивает, что бы об этом сказала божество мудрости, и Юкиана отвечает, что она согласна, если они будут предохраняться. Масаюки признается, что, возможно, он больше не доверяет своей жене. На следующий день Юкиана слышит стук в дверь и просит Масаюки открыть. Он открывает дверь и видит 2 полицейских. Они сообщают ему, что его бывшая жена Михару Харада убита, и он в шоке смотрит на них. Юкиана жалуется, что пицца подгорела, и кричит, когда Масаюки заходит на кухню. Но увидев полицейского, она тут же превращается в кошку. В последней сцене Иванага сообщает Куро, что ее следующим клиентом будет Юкиана, которая хочет, чтобы она помогла Масаюки расследовать смерть его бывшей жены. Потому что он невиновен, но его считают главным подозреваемым. Она утверждает, что она его единственное алиби, но ее никто не видел. Полицейские сообщают Масаюки подробности о том, как умерла его бывшая жена, и что орудие убийства еще не найдено. Он утверждает, что не общался с ней после развода и не знал, что она работала в цветочном магазине. Детектив рассказывает о том, что привело к их разрыву, и о том, что жена Масаюки пыталась его убить, что удивило Масаюки, потому что это была личная информация. Масаюки признается, что его жена подмешала ему в энергетический напиток снотворное, чтобы он потерял контроль над рулем по дороге на работу. Однако звонок отвлек его от приема энергетика, и он чудом остался жив. Его жена призналась, что пыталась его убить,
потому что у нее был роман на стороне, и она хотела сохранить его состояние. Масаюки спрашивает, как они узнали об этом, потому что он никому не рассказывал, и любовник Михару не был причастен к ее попытке убийства. Детектив спрашивает, почему он не подал на нее в суд и почему решил поделиться с ним имуществом даже после того, что она сделала. Масаюки объясняет, что когда он женился на ней, то любил ее, поэтому не мог затаить обиду, и отчасти он сам виноват в том, что предпочел работу ей. Детектив говорит, что это вполне обоснованное беспокойство, и Масаюки гораздо добрее, чем кажется. Но Михару не воспринимала его поступки так же, как раньше. В своем доме она написала заявление, в котором говорилось, что Масаюки должен быть арестован, если она умрет не своей смертью. В письме, которое помогло им раскрыть правду, она призналась в совершенных преступлениях, которые привели к разводу. Масаюки возражает, что он не убивал ее, и детектив объясняет, что Михару была обеспокоена тем, что он хорошо себя вел во время всего процесса. После попытки убить его она ожидала, что он выдвинет обвинение, но он просто подал на развод. Даже поделился своим имуществом и не стал вдаваться в подробности развода, чтобы сохранить ее репутацию. Михару думала, что это все притворство, и он сделал вид, что разводится с ней, чтобы не попасть под подозрение, если ее убьют. Детектив также рассказывает о своем друге, который пытался убить его в горах, и о том, что он умер через 3 года после этого. Он говорит, что Михару считала, что он мог убить его, хотя никаких доказательств не было, и она боялась, что ее ждет та же участь. Детектив утверждает, что на ее ладони перед смертью была надпись маркером, и, скорее всего, она написала имя убийцы Масаюки. Масаюки снова отрицает обвинения, и детектив прекращает расспросы. Он спрашивает, где Масаюки был в день смерти Михару, потому что на записи с камеры наблюдения в торговом центре за 8 дней до убийства был запечатлен человек, похожий на Михару. Масаюки объясняет, что это не он, но детектив ему не верит и требует назвать имя этого человека. Он просит Масаюки пройти с ними в ближайший участок, и Масаюки уходит с ними. Она решает подождать его. Он возвращается поздно ночью и, увидев ее, чуть не называет Юки своей женой. Она называет Михару ужасной женщиной, потому что она доставляет ему неприятности даже после смерти. Она обвиняет Масаюки в том, что он не общался с соседями, которые могли бы подтвердить его алиби. Масаюки говорит, что у него есть алиби, потому что в день убийства он ел темпуру с ней. Она вспоминает и взволнованно говорит, что это все объясняет, но Масаюки говорит, что не может взять Юкиану в качестве свидетельницы. Он утверждает, что не должен был упоминать об алиби, потому что это только вызвало бы подозрение, а изображение с камеры наблюдения поставило его в невыгодное положение. Юкиана спрашивает, почему он женился на женщине, которая на нее похожа, и он признается, что никогда не мог забыть белое видение, которое он видел в снегу. Потому что сколько бы людей не отвернулись от него, это было единственное, что никогда его не предавало. Юкиана понимает, что его жена, должно быть, была недовольна им, потому что чувствовала, что он сравнивает ее с кем-то другим. Масаюки признает, что поступил неправильно, поэтому не может винить ее в измене. Он говорит, что попал в ловушку, потому что не может рассказать полиции о своем алиби, и это вызывает у Юкианы чувство вины. Масаюки утверждает, что у него есть время и деньги, поэтому он сам найдет убийцу. Он собирается уходить, но Юкиана останавливает его, говоря, что он ничего не добьется, если уйдет без четкого плана. Она признает, что он невиновен, и обещает помочь ему. Она гладит его по голове, и он задумывается, что же ему делать на самом деле. Юкиана вдруг вспоминает, что может попросить помощи у их богини, божественного существа мудрости, потому что она может помочь им найти преступника. Через неделю Юкиана сообщает Масаюки, что Иванага здесь, и ведет его в горы. Они видят Иванагу, которая сидит с какими-то якаями. Они представляются друг другу и обмениваются любезностями. Иванага спрашивает, путешествовала ли она одна, потому что слышала, что у Иванаги есть парень. Иванага мгновенно приходит в ярость, и она сокрушается, что Куро отпустил ее одну из-за своей смены на стройке. Она жалуется, что он предпочел работу, хотя ее родители богаты, и она вынуждена есть холодные тонкацу. Иванага успокаивается и извиняется перед Юки и Масаюки, которые слушают ее жалобы. Иванага начинает рассуждать и говорит, что сложившаяся ситуация – это одна из непредвиденных опасностей, вызванных тем, что люди и призраки неосторожно вмешиваются в жизнь друг друга. Юкиана настаивает на том, что Масаюки невиновен и попал в беду из-за нее. Она добавляет, что хотя его лицо выглядит угрожающе, он хороший человек, и она просит ее о помощи. Иванага начинает расспрашивать Масаюки, и она утверждает, что он мог совершить убийство, но все подстроил так, чтобы выглядеть невиновным. Она упоминает, что у якаев нет чувства времени, они не пользуются календарями, поэтому нет гарантии, что они точно знают дату. Иванага спрашивает Юкиану о текущей дате, чтобы подтвердить свою теорию. По словам Иванаги, Юкиана не может назвать точную дату. Иванага продолжает говорить, что если бы Масаюки сказал ей, что у них было какое-то мероприятие в день убийства, она бы несомненно поверила, даже если бы это была другая дата. Она предполагает, что он мог заранее изучить расписание Михару, выбрать время, когда никто не догадается, где он находится, а также договориться о встрече с Юкианой, чтобы их сфотографировали на камеру наблюдения. Масаюки уверяет ее, что ему нет смысла так поступать,
потому что это ухудшит его положение, и полиция в конце концов его арестует. Иванага говорит ему, что он может полностью доверять Юкиане, потому что на нее будут давить, чтобы она помогла ему любой ценой, если она поверит его алиби. Иванага упоминает, что после ареста он скажет Юкиане, что узнал, что его бывшие коллеги, которые забрали права на его компанию, боялись, что он их проверит, поэтому решили подставить его. Юкиана, которая сейчас на его стороне, отомстит за него, если он попросит ее о помощи. Юкиана вздрагивает, услышав предположение Иванаги. Иванага заканчивает свое предположение, говоря, что он спланировал убийство Махару, чтобы воспользоваться Юкианой. Но Масаюки, поразмыслив, отвергает ее слова, говоря, что не ожидал от нее ничего серьезного. Масаюки встает и спрашивает, какой смысл ему мстить, если его признают виновным в убийстве. Иванага настаивает на том, что Юкиана ему доверяет. Она выдвигает другую теорию. После того, как он отомстит, он скажет Юкиане, что нашел способ спастись, и она поможет ему. Он отправит ее в торговый центр, чтобы ее сфотографировала камера наблюдения, и он сможет доказать, что она была там даже после смерти Михару, и дело полиции развалится. Она добавляет, что он может отправить Юкиану украсть у прокурора улики против него перед судом. Масаюки молча смотрит на ее теорию, но Юкиана начинает плакать и умоляет Иванагу, говоря, что Масаюки не может планировать такой злой заговор, потому что он хороший человек, и что она верит в его невиновность. Неожиданно Иванага лукаво смеется, и она соглашается, что Масаюки невиновен, потому что вся ее теория – это просто выдумка. Она утверждает, что ее гипотеза ошибочна, потому что он бы попытался зачать с ней ребенка, если бы действительно хотел завоевать ее доверие. Ведь такие отношения быстрее располагают людей. Она добавляет, что он также отвергал ее ухаживание, так что у него не хватило бы смелости спланировать такой коварный план. Иванага признает, что эта теория была придумана, чтобы преподать ему урок, потому что Юкиана доверяет ему и верит в него настолько, что готова бросить вызов божественному существу. Она говорит, что ему нужно встать на ноги, несмотря на предательство, потому что в его жизни есть такая девушка, как она. Масаюки понимает, что он был трусом, потому что не хотел строить никаких других отношений, хотя и обрел покой после встречи с Юкианой. Он извиняется перед ними и спрашивает, кто убийца. Иванага говорит, что знает, кто это. Она начинает объяснять, что Масаюки вряд ли мог быть арестован полицией, даже если бы она не вмешалась. Она говорит, что после смерти Михару ничего не пропало, ее одежда была не тронута, а в квартире не было беспорядка. Она говорит, что Михару либо сама пришла на место преступления, либо ее туда вызвали, и они могли общаться. Иванага говорит Масаюки, что если бы он был убийцей, Михару могла бы пригрозить ему письменным обвинением, чтобы защитить себя. И могла бы избежать смерти, сказав, что никому ничего не расскажет. Но если бы Масаюки убил ее, зная все подробности, он бы попытался избавиться от улик, обыскав ее квартиру, и его бы заметили камеры наблюдения. Иванага говорит, что если бы он хотел, чтобы убийство выглядело как месть, он бы украл ее вещи, чтобы все выглядело так, будто ее ограбили. Или попытался бы представить, что ее изнасиловали, или спрятал бы ее тело, чтобы его не нашли. Однако никаких следов подобных попыток не было обнаружено, но убийство было совершено из личной неприязни. Иванага добавляет, что когда полиция его допрашивала, он не смог предоставить алиби и не смог дать точного ответа о девушке на фотографии. Но с другой стороны, это говорит о том, что он не был готов к такому расследованию. Потому что если бы он убил Михару и знал о написанном обвинении, он бы тщательно подготовился к ответу. По этим причинам полиция переключила внимание на другого человека, у которого был другой мотив для убийства Михару. Она говорит, что Юкиана винила себя в том, что поставила его в затруднительное положение. Но на самом деле все было наоборот. Масаюки и Юкиана были шокированы теорией Иванаги. Масаюки сомневается в словах, написанных на ладони Михару, потому что логично предположить, что она пыталась написать его имя. Иванага говорит, что преступник, должно быть, написал свое имя, чтобы подставить его. Масаюки задается вопросом, у кого мог быть такой мотив, потому что он никому не рассказывал о попытке убийства, которая привела к его разводу. И он уверен, что Михару тоже не могла этого сделать. Иванага объясняет, что его друг, который пытался его убить, умер через 3 года, поэтому все считали его мстительным человеком. Она также говорит, что его предавшие коллеги, должно быть, боялись, что он захочет отомстить, поэтому все считали его таким человеком. Поэтому преступник и написал его имя, чтобы подозрение пало на него. Преступник, должно быть, позаботился о том, чтобы у него не было алиби на момент совершения преступления, чтобы полиция легко поверила, что это он убил. Иванага приходит к выводу, что только несколько человек знали, что у него не будет алиби. Масаюки испуганно вздрагивает, когда понимает, что они приближаются к правде. Он признается, что у него есть только один человек, которому он может доверять, и спрашивает, не Лизука ли это. Иванага подтверждает, что преступник Нагиса Лизука. Масаюки вздрагивает, когда видит звонок от Лизуки на своем телефоне, но не решается ответить. Он говорит Юкиане, что рассказывал о ней как о сотруднице, которой он мог бы доверить свою работу, пока не уволился из компании. Он упоминает, что она была единственной, кто интересовался им с тех пор, как его уволили, но он не знал, что она его ненавидит. Он вспоминает, что в ночь убийства она позвонила ему, когда Юкиана пришла к нему и ела темпуру. Лизука спросила, один ли он,
и он поднялся наверх, чтобы закончить разговор. Очевидно, Лизука пришла к Махару в цветочный магазин после звонка и решила убить Масаюки, когда поняла, что у него нет алиби. Масаюки спрашивает, зачем Лизуке пытаться обвинить его в убийстве, ведь он не думал, что она его ненавидит, и она видела Махару всего несколько раз. Масаюки говорит, что Лизука звонила ему, чтобы узнать, как у него дела, и спрашивала, не нужно ли ему что-нибудь и может ли она его навестить. Иванага делает вид, что ничего не знает о ее намерениях. Она говорит, что полиция будет искать тех, кто мог подставить его, поэтому им придется подождать, пока Лизуку не арестуют. Иванага упоминает, что Лизука не ожидала, что она единственная, кто знает, чем он занимался в ночь убийства, поэтому ее арест будет неожиданным. Юкиана просит его не волноваться, потому что он невиновен, и он соглашается с ней. Масаюки спрашивает, не поэтому ли Иванага придумала свою первую ложную версию, чтобы помочь ему принять горькую правду, опасаясь, что он может полностью разочароваться в мире. Иванага подтверждает это, утверждая, что она высшее существо мудрости. Масаюки спрашивает, откуда Иванага узнала, что говорили в полиции, и, к его удивлению, Иванага отвечает, что она попросила нескольких призраков подслушать их разговоры в участке. А несколько призраков на берегу реки описали ей убийцу, и они видели ее, когда она поделала его имя. Иванага утверждает, что их описание помогло ей сузить круг подозреваемых, пока она не нашла настоящего преступника. Иванага собирается уходить и говорит, что не будет советовать ему, что делать с убийством или его отношениями с Юкианой. Она напоминает ему, что люди и икаи разные, поэтому их отношения не будут длиться вечно. Но она призывает их наслаждаться тем временем, что у них есть, и желает им счастья. Юкиана радостно обнимает Масаюки, получив благословение своей госпожи. Иванага напоминает им, что нужно предохраняться, потому что, по словам Якумо, у пары Якаев и человека родилось 10 детей. Масаюки, назвавший Иванагу вульгарной, говорит, что знал, что она упомянет о 10 детях. Крик Куро отвлекает их, и Иванага спрашивает, что он задумал. Он извиняется за то, что пролил чай, когда Юкиана закричала, увидев его. Иванага знакомит его с ними, и она объясняет, что Юкиана испугалась, потому что увидела его в форме монстра. После того, как Юкиана немного повозмущалась, она спрашивает, чем может отблагодарить Иванагу за помощь, но Иванага отмахивается. Она подразнивает их, говоря, что они могут делать все, что угодно, пока им это нравится. Юкиана благодарит ее, и они с Масаюки уходят. Куро считает, что было бы проще, если бы Иванага сразу рассказала им правду, но она объясняет, что ей нужно было, чтобы Юкиана вступилась за Масаюки. Она добавляет, что Куро было бы лучше спрятаться, потому что Юкиана так отреагировала. Куро трудно противиться ей, как это сделала Юкиана, но если бы он был рядом, она бы оцепенела от страха. Они садятся на гигантского йокая, и Куро жалуется, что Иванага завалила его домашней работой. По дороге Куро спрашивает, зачем она это сделала. Иванага объясняет, что Лидзука очень любила и уважала Масаюки, поэтому разозлилась на его жену за измену. Она хотела изменить положение Масаюки, который был затворником, и поэтому пошла на убийство, а потом подбросила улики, чтобы подставить Масаюки из-за своих извращенных чувств. Иванага объясняет, что она думала, что если будет верна ему, когда весь мир будет считать ее убийцей, то он в конце концов полностью доверится ей и однажды полюбит ее. Но Лидзука просчиталась, потому что не ожидала, что у Михару будет письменное обвинение. Или что у Масаюки не будет достаточно доказательств, например, записи с камеры наблюдения, чтобы его осудить. Иванага говорит, что сначала не хотела рассказывать Масаюки о ситуации, потому что это могло бы заставить его сдаться, и он бы еще больше расстроился. Но по ее мнению, он бы оправился и смог бы принять правду, прежде чем полиция ее обнародует. Куро признает, что Масаюки не везет с женщинами, потому что они приносят ему одни неприятности. Иванага считает, что ему суждено быть с плохими женщинами, потому что Юки – она худшая из них. Она утверждает, что, может быть, она привлекательна и нежна, но если он сделает что-то не так, она может заморозить его до смерти своим гневом. Куро, шутя, говорит, что у него тоже проблемы с Рикой и Саки, а Иванага самая сумасшедшая. Но она ругает его за грубость, как всегда. Масаюки признает, что его отношения с Юкионой не продлятся вечно, и держать ее подальше от общественности может быть сложно, но несмотря на это, он хочет быть с ней еще немного. Эпизод начинается с того, что Иванага и Куро запускают фейерверки, обсуждая местонахождение Рики. Прошел год с тех пор, как она исчезла, и Иванага говорит, что получала сообщения о том, что ее видели, но они не были точными. Она попросила Якаев и Аякаси по всей стране сообщать ей, если они найдут Рику, но даже если они найдут ее, новости дойдут до нее не сразу, потому что Рика всегда в движении. Она хотела бы, чтобы Рика оставалась на одном месте подольше. Куро спрашивает, были ли Иванага и Рика близки, и она отвечает утвердительно. Иванага рассказывает о своем разговоре с Рикой, когда та еще была в своем стиле. Рика спросила, чего боится Иванага, но Иванага попытался уйти от ответа, подшучивая над ней. Рика сказала, что ненавидит его за то, что он всегда избегает серьезных вопросов, и привела пример с Ракуга. Рика спросила, чего боится Иванага, но он отверг все ее предположения, приводя убедительные доводы. В ответ Рика сказала, что больше всего она боится саму себя.
Куро говорит, что Рика, должно быть, действительно ненавидит ее, раз сказала такое. Но Иванага не согласен с ним. Он говорит, что Рика, скорее всего, имела в виду, что хорошо к ней относится. 2 месяца назад Рика переехала в новую квартиру и однажды встретила управляющего Кадзуюки у почтовых ящиков. Он извинился, что не снял пленку с ее почтового ящика, но она заверила его, что не будет получать почту. К ним подошла девушка Кадзуюки Маруми и представилась Рике. Рика тоже представилась и ушла на скачки. После того, как Рика ушла, Маруми призналась, что Рика очень красивая, но от нее исходит какая-то странная аура. Как только она выразила удивление по поводу квартиры, в которую переехала Рика, они услышали громкий удар позади себя. Судя по всему, Рику сбил грузовик, и она тяжело упала на землю, отчего Маруми закричала. Кадзуюки и Маруми побежали к дороге, и какая-то женщина сказала, что Рику сбила машина, когда она пыталась спасти своего сына. Кадзуюки подошел к Рике, которая уже оправилась от удара, и был потрясен, увидев, что она в порядке. Рика, пытаясь скрыть свои способности, солгала, что ее сбила машина, поэтому она не пострадала. Позже той же ночью Кадзуки рассказал Маруми, что в комнате, куда переехала Рика, произошло 3 самоубийства, и Рика была 4-й жертвой. Но это стало бы серьезным позором для семьи. Маруми предложил рассказать семье Рики о том, что с ней случилось, но Кадзуки сказал, что уже поговорил об этом со своим дядей, владельцем квартиры. Он сказал, что у Рики не было поручителя, и он не смог связаться с ее родственниками. Кадзуки включил телевизор, чтобы посмотреть скачки, на которые поставила Рика. Они были удивлены, когда узнали, что она выиграла крупную сумму денег. Кадзуки назвал это золотым билетом. Вскоре после этого в дверь позвонили, и они вышли, чтобы встретить Рику. Она сказала, что ее выписали, потому что с ней все в порядке, и Кадзуки назвал ее выживание чудом. Она предложила им закуски и напитки, которые купила в знак благодарности, а Маруми вернул ей билет. Она собралась уходить, но Маруми пригласил ее выпить. После нескольких разговоров Рика упомянула, что слышала о самоубийствах, но ее это не беспокоило, потому что они избавили ее от проблем. Кадзуки рассказал ей о самоубийствах предыдущих жильцов, и Маруми сказал, что в комнате могут быть призраки, потому что первый умерший мужчина утверждал, что видел лицо на потолке. Рика, зная, что она бессмертна, с иронией сказала, что было бы здорово умереть от такого. Рика объяснила им причины самоубийств, а Кадзуки обрадовался, что слухи о комнате ее не беспокоят. Он попросил ее сообщить ему, если она обнаружит что-то странное. Маруми спросил, почему она решила переехать в эту квартиру, ведь у нее не было финансовых проблем, и она не привезла с собой много вещей. Рика объяснила, что ее двоюродный брат связался с плохой девушкой, и она думала, что их отношения не продлятся долго, но они только укрепились, и девушка не собиралась уходить от него. Она считала, что он сможет разорвать с ней отношения, если они оба станут нормальными людьми. Поэтому она попыталась их разлучить, но это было бесполезно, потому что Иванага постоянно вмешивался, и в итоге ей пришлось уехать. Рика сказала, что сняла квартиру на время, но скоро съедет, потому что девушке будет сложно ее найти. Маруми признался, что Рика действительно беспокоится о своем двоюродном брате, но Рика тихо сказала, что он должен был быть ее. Через несколько недель Рика пришла к Кадзуюки поздно вечером, чтобы сообщить, что она уезжает, потому что ее двоюродный брат и его девушка узнали, где она. Она дала ему деньги в качестве извинения за неприятные слухи, которые могли возникнуть из-за ее внезапного исчезновения из квартиры. Она отдала ему ключ и сказала, что Иванага объяснит ему, почему в квартире происходит самоубийство, чтобы у него не было проблем с ее сдачей. Она ушла, и он пожелал ей удачи с ее двоюродным братом. Как и ожидалось, Иванага пришел в здание с Куро, и она узнала, что Рика ушла. Иванага признался, что у Рики, вероятно, хороший нюх, или она умеет предсказывать будущее. Они пришли в квартиру Кадзуюки и его девушки. Они оба представляются ему, и Казуюки с удивлением смотрит на нее. Он говорит, что Иванага выглядит не так, как описывала Рика, и он не ожидал, что она будет похожа на изящную куколку. Иванага и Куро шутят друг с другом в присутствии Казуюки и Маруми, заставляя их молча смотреть на них. Казуюки провожает их в комнату Рики, и Маруми спрашивает, зачем они ищут Рику, потому что она не кажется им плохим человеком. Иванага объясняет, что Рика, разгуливающая на свободе, может вызвать проблемы в обществе, а Куро говорит, что это она ставит их в неловкое положение. Куро спрашивает, упоминала ли она свой следующий план, но Казуюки решает скрыть намерения Рики, поэтому он лжет о ее планах. Иванага осматривает комнату и жалуется, что это раздражает. Вскоре после этого Иванага благодарит их за помощь и оставляет свою визитку, чтобы они могли связаться с ней, если найдут что-нибудь о Рике. Как и предсказывала Рика, Иванага дает им логическое объяснение самоубийства в этой комнате. Она уверяет их, что в комнате нет проклятий или призраков, и советует им перестать сдавать комнату людям, у которых могут быть суицидальные мысли. Она утверждает, что их смерти были просто серией несчастных случаев, связанных с низкой арендной платой. После их ухода Казуюки
Казуюки признает, что Куро и Иванага неплохо ладят. Маруми соглашается, что Куро заботится об Иванаге, а Иванага действительно противная. Казуюки также говорит, что Рика, наверное, ревновала, что ее двоюродную сестру забрали, но он не думает, что они расстанутся. На обратном пути Каро спрашивает Иванагу, правда ли то, что она сказала о запятнанной репутации этой квартиры. Ивануга объясняет, что она не могла догадаться, в чем дело, так как у нее было мало информации, но она просто дала объяснение, которое не противоречило фактам и было очень простым. Она добавляет, что не была безответственной, потому что в комнате действительно не было ничего сверхъестественного, никаких признаков паранормальных явлений. Она также говорит, что ни один дух не стал бы преследовать Рику. Звуки взрывов фейерверков заставили их остановиться, и Куро решил, что нужно поторопиться и остановить Рику. Ивануга предполагает, что Рика могла бы описать ее как злую. Эпизод начинается с того, что пожилая женщина Т разговаривает с котом. Она говорит, что нашла его у своей двери во время грозы полгода назад и впустила его, потому что было бы плохо, если бы он умер. В итоге кот остался у нее. И в один роковой день, когда она пила алкоголь, кот подошел к ней, чтобы попробовать. Она не хотела давать ему алкоголь, но кот попросил всего один глоток. Она была потрясена, узнав, что кот был баканека. Она встает и говорит, что собирается на пробежку. Т приходит к реке и видит группу задумчивых мужчин. Они говорят ей, что в море снова полно мертвой рыбы, что очень странно. Они просили университет префектуры провести расследование, но не смогли обнаружить никаких внешних повреждений у рыбы. Они утверждают, что рыба выглядела так, будто ее ударило током, потому что даже водоросли, медузы и моллюски мертвы. Люди говорят, что из-за ситуации стало меньше желающих ловить рыбу, а магазины и рестораны пострадали. Один из рыбаков спрашивает, что будет, если они не найдут причину. Тай говорит, что им нужно перестать ныть, потому что это всего лишь месяц неудач. Она утверждает, что им везло с прошлого лета из-за сериала, который помог увеличить продажи втрое. По ее словам, морское божество предупреждает их, чтобы они не зазнавались, потому что должен быть баланс. Она уходит и думает, не попросить ли об изгнании нечистой силы, если рыба продолжит гибнуть. Один из рыбаков спрашивает, действительно ли это проклятие Зенты влияет на море. По дороге Тай вспоминает историю Зенты, который родился и вырос в городе, но никогда не покидал его всю свою жизнь. Сын Зенты, который уехал из города, вернулся с женой и сыном Цубасой. Однажды Цубаса попал под машину туриста, и его увезли на скорой в больницу. Но из-за летней загруженности дороги они не успели вовремя добраться до больницы, и мальчик умер. Зента умер от сердечного приступа в прошлом месяце, не выдержав постоянной боли от несправедливости жизни. Тай утверждает, что катастрофа, обрушившаяся на город, произошла вскоре после его смерти. Один из рыбаков с реки, мистер Мэр, догоняет Тай, чтобы спросить ее мнение о ситуации, и она уверенно говорит ему, что не стоит верить в такие ненаучные вещи, как проклятие. Мэр говорит, что Зента никогда не был доволен растущим числом рыбаков и туристов, потому что они везде разбрасывали мусор, фотографировали без разрешения, доставляли неприятности полиции, а также из-за инцидента с его внуком. Тай соглашается, что Зента ненавидел туристов, но если бы он хотел избавиться от них, то весь город понес бы большие убытки, а не только туристы. Мэр продолжает свои рассуждения и приходит к выводу, что Зента, должно быть, ненавидел город. Потому что, несмотря на то, что горожане признали вину студентов за грубую езду и убийство Цубасы, они также обвинили Цубасу в неосторожности при переходе дороги. А другие испугались, что новость попадет в СМИ и отпугнет туристов. Мэр говорит, что эти обвинения могли подтолкнуть Зенту к тому, чтобы наказать город. Тай протестует против его слов и утверждает, что Зента был трусом, у которого не хватило смелости убить кого-то или разрушить чью-то жизнь своими руками. Поэтому он не мог затаить злобу, чтобы обречь на гибель целый город. Мэр настаивает на том, что кто-то другой совершил это злодеяние за него. Он говорит о деревянной кукле, которую сделал Зента, и спрашивает Тая, знает ли она, где она находится, ведь она нашла его мертвым. Тай вспоминает, как она нашла Зенту мертвым в комнате. Она зашла к нему в гости и увидела деревянную куклу, которую он делал, а потом обнаружила, что он мертв. Она вызвала полицию, и пока она отвечала на вопросы, кукла исчезла из комнаты. Она утверждает, что не знает, где кукла, а мэр настаивает, что кукла была такого же размера, как Цубаса, и ходят слухи, что это была замена его внуку. Тэ была в шоке, когда узнала, что люди видели, как кукла ночью шла к океану. Мистер Майер предположил, что либо в куклу вселилась душа Цубасы, либо мысли Зенты заставляют ее двигаться. Он сказал, что кукла похожа на Пиноккио, которого сделал старик, но фея наделила его душой, и он превратился в мальчика. Зента не согласна с его теориями, но она все равно предлагает провести обряд экзорцизма, чтобы разобраться с куклой, и обещает оплатить его. Потому что на это будет сложно найти деньги в городском бюджете. Ти возвращается домой и видит, что кот разговаривает с призраком. Она предупреждает его, чтобы он больше не приглашал в дом странных существ, потому что она не хочет иметь дело с монстрами. Он обещает не доставлять ей много хлопот, и она спрашивает себя, хорошо ли, что она впустила его в дом, или это было проклятием. Единственное, что ее радует, это то, что если она умрет в одиночестве, он пойдет в город и расскажет кому-нибудь.
Т спрашивает, знает ли кот что-нибудь о смерти куклы Зенты и рыбы. Кот делает вид, что ничего не знает, но Т настаивает, чтобы он сказал правду, иначе она больше не будет его поить. Кот защищается и предлагает рассказать ей, но надеется, что она сохранит их разговор в тайне. Кот говорит, что кукла скорее всего вернется ночью, потому что каждую ночь в час она появляется на песчаном пляже прямо под ее домом. Т идет за котом на пляж и видит там несколько призраков. Кот говорит, что это призраки, которые живут в городе, но они испугались куклы. Кот пытается объяснить, что они не могут договориться с куклой, но чувствует ее присутствие и предлагает спрятаться. Другие призраки тоже прячутся, и появляется кукла. Т узнает в ней куклу Зенты, потому что у нее на руке есть драгоценный камень. Внезапно появляется огромная горилла и бросается на куклу, а сзади нее появляется краб, но кукла отбивается от них, прежде чем они успевают напасть. Т в шоке смотрит на это и говорит, что кукла выстрелила чем-то из рук, а потом вошла в реку. Кот объясняет, что рука куклы наэлектризована и может ударить током любого, кто находится в 7-8 метрах от нее. Он говорит, что удар током будет для любого, кто попытается заговорить с куклой, и они уже несколько раз пытались остановить ее, но каждый раз получали удар током. Кот описывает бесконечные атаки куклы, а призрак говорит, что они не могут позволить кукле свободно разгуливать, потому что когда она уходит в океан, она выпускает электричество во все стороны, убивая множество людей. Т потрясенно спрашивает, неужели Зента так сильно ненавидел город, что хотел, чтобы его кукла творила зло. Она спрашивает, есть ли способ решить эту проблему, если даже монстры не могут победить ее. Кот уверяет, что они обратились к тому, кто может решить эту проблему, к их прославленному божеству мудрости. Т предполагает, что это еще один йокай, и представляет, как он выглядит. Кот сообщает ей, что Иванага прибудет в город вечером следующего дня и просит Тая принять ее у себя дома. Тай соглашается после долгих уговоров кота. Она говорит, что видела много монстров, поэтому не должна удивляться. Но она говорит, что Иванага должна принести ей подарок, как положено хорошей хозяйке. На следующий день Иванага приходит в дом Тая вместе с Куро. Тай удивляется, увидев ее в человеческом обличии, и спрашивает, не йокай ли Иванага, превратившийся в человека. Иванага уверяет ее, что она человек, у нее есть родители и свидетельство о рождении. Она знакомит Куро с Тай и ругает кота за то, что он раскрыл ее личность. Иванага говорит, что они быстро разберутся с этим, потому что завтра у них занятия в колледже. Тай ругает кота за то, что он не сказал ей, что она студентка колледжа, и за то, что позволил ей заставить их принести ей подарок. Куро приносит подарок, и она приглашает их войти. Тай сетует, что ей приходится тяжело работать, чтобы угодить молодым парням. Она рассказывает им о ситуации, и Иванага признает, что все совпадает с тем, что она знает, но некоторые детали кажутся ей странными. Иванага говорит Тай, что кукла, которая двигается сама по себе и причиняет людям вред, не могла быть сделана так легко, если только известный кукольник не вложил в нее всю душу. Однако Иванага говорит, что тот, кто сделал куклу, был неопытным и сделал ее всего за месяц. Она добавляет, что у куклы есть рука, которая стреляет электричеством, и это довольно необычно, поэтому одного недовольства Зенты недостаточно, иначе в мире было бы больше хаоса. Она говорит, что беспокоится, потому что у нее есть знакомый, который может создавать таких типичных монстров, и если это она стоит за этой ситуацией, то разобраться с куклой будет непросто. Куро пугается, когда понимает, что Иванага говорит о Рике. Тай говорит, что сомневается в выводах Иванаги, потому что кукла Зенты похожа на Пиноккио, а материал, из которого она сделана, это метеорит, который был в нее встроен. Куро и Иванага в шоке от упоминания метеорита. Тай рассказывает, что Зента нашел метеорит 10 лет назад, когда отправился в горы с суицидальными мыслями, потому что его тело было в плохом состоянии. А еще у него были ужасные мигрени и невралгия. Он почувствовал странное притяжение к камню, когда тот упал с неба, поэтому решил оставить его дома, подальше от посторонних. После этого его здоровье улучшилось, и он дорожил метеоритом. Иванага признает, что метеориты действительно почитались как загадочные объекты, упавшие с неба, и считались посланиями с небес. Куро спрашивает, есть ли у них силы оживлять кукол или потреблять электричество, и Иванага подтверждает. Она утверждает, что на Земле есть силы, которые оживляют ЕКФ, поэтому такие силы, вероятно, существуют и в космосе. И они могут легко проникать в космос, чтобы отвечать на мысли и желания тех, кто их находит. Она говорит, что это похоже на призрака из космоса. Тай говорит, что многие люди думали, что история Зенты о метеорите – это шутка, но он был серьезен, потому что она пришла к нему домой и видела, как он делал куклу. Он сказал, что камень исполнит его желание, когда она попыталась отговорить его от этого. Тай говорит Иванаге, что Зента использовал метеоритное дерево для правой руки куклы, поэтому электричество выходит из правой руки. Иванага утверждает, что предмет из космоса не может быть частью этого мира, и она сомневается, что он впишется в порядок вещей, поэтому они должны быстро избавиться от него. Она говорит, что ситуация более управляемая, потому что Рика не участвует в этом. Иванага спрашивает Тая, говорил ли Зента о своих намерениях с этой куклой, и Тай отвечает, что он только спросил, сможет ли кукла исполнить его желание вместо него. Тай заключает, что кукла не может продолжать бродить по городу, потому что кто-нибудь может увидеть ее и поднять тревогу. Они могут попытаться поймать и уничтожить ее,
но они точно пострадают от удара током. Она спрашивает Иванагу, что они будут делать, потому что у нее нет сил победить ее. Кот вмешивается и говорит Таю, что Куро справится с этим, потому что он монстр, который сильнее других монстров. Тай не верит ему и называет Куро дураком, но Иванага встает на его защиту. Они оба шутят, как обычно, пока Тай не приказывает им замолчать, говоря, что ее не интересуют их отношения. Иванага утверждает, что даже без Куро победить куклу будет легко. Тай напоминает ей, что даже монстры не могут приблизиться к кукле, но Иванага объясняет, что они могут устроить ловушку для куклы, потому что она каждый день проходит по одному и тому же маршруту, и им не придется подходить близко, чтобы это сделать. Она предлагает закопать взрывчатку или горючие материалы под землей, чтобы взорвать куклу с помощью дистанционного детонатора. Иванага предлагает другие идеи для ловушки, а Тая выглядит удивленным и спрашивает, почему она не подумала о чем-то подобном. Иванага убеждает ее не винить себя, потому что когда имеешь дело с вещами, выходящими за рамки здравого смысла, люди часто игнорируют логику. Но Иванага говорит, что это решение не подходит, потому что кукла — это реинкарнация проклятия Зенты. И она должна была отомстить людям, виновным в смерти его внука, а не пугать жителей города. Тая признает, что 4 студентов, которые были в машине, арестованы, но только водитель был привлечен к ответственности. Несмотря на показания, что остальные 3 отвлекали его, дурачились и не помогали спасать жертву. Родители обвиняемых были богатыми, и они выплатили компенсацию. Он признал свою вину и извинился, поэтому его отпустили с испытательным сроком. Иванага спрашивает, достаточно ли заплатили эти 4, чтобы компенсировать потерю ребенка. Но Тае признает, что Зента не был в этом уверен и ненавидел студентов колледжа. Иванага объясняет, что нет никаких записей о том, что кто-то из них умер при загадочных обстоятельствах, значит, кукла ничего им не сделала. Она упоминает, что есть несколько способов убить куклу, но она считает, что Зента сделал так, чтобы жители города уничтожили ее. Она утверждает, что уничтожение куклы будет иметь самые разрушительные последствия, но она не допустит этого. Иванага собирает инспекторов ЕКФ в городе и распределяет их по позициям для подготовки ловушки, а Куро готовится к битве. Тае говорит Куро, что Иванага усложняет ему жизнь, но признает, что без нее он бы не знал, как дальше жить. Она расспрашивает его о его способности предсказывать будущее, и тут появляется Иванага и прерывает их разговор. Она сообщает ему, что кукла уже на побережье и скоро будет здесь. Она просит его занять свое место, чтобы он смог заманить куклу туда и подать сигнал, когда придет время. Иванага просит его постараться не умереть, потому что призраки считают, что их хозяйка — стойкая женщина, которая не боится смотреть, как умирает ее парень. И она утверждает, что это ее немного беспокоит, хотя Куро в этом не уверен. Кукла появляется, и Тай говорит, что им нужно проверить, насколько эффективна ее теория. Она вспоминает теорию Иванаги о куклах-оберегах и сравнивает ее с куклой Зенты. Она объясняет, что в ритуале, известном как посещение в час быка, люди прикрепляют соломенную куклу к дереву у храма длинным гвоздем и причиняют вред своим жертвам с помощью этой куклы. Обычно кукла-оберег работает, если к ней прикрепить что-то связанное с жертвой, поэтому все, что происходит с куклой, влияет на человека в реальности. Куро вступает в бой с куклой и каждый раз получает удар, но постепенно подтягивает куклу ближе к отмеченному месту. Иванага продолжает свою теорию о том, что 4 студентов колледжа, виновных в смерти Цубасы, могут умереть, если неосторожно убьют куклу. Иванага упоминает, что Зента ненавидел студентов колледжа и город, но у него не хватило смелости отомстить. Поэтому он решил обвинить студентов в убийстве горожан, когда они уничтожили куклу, которая мешала им жить. Иванага говорит, что Зенте было бы легче, если бы он не нанес последний удар, и что сюжет основан на его неспособности справиться с чувством вины и на том, что его совесть не дает ему покоя. Тай спрашивает, можно ли что-то сделать, и готова ли Иванага уничтожить куклу и взять на себя вину за убийство студентов. Иванага отвечает, что ей все равно, потому что ее не волнует, что будет с городом. Тай говорит, что у Иванаги бессердечное отношение, несмотря на ее милое лицо. Однако Иванага говорит, что действия Зенты нарушают мировой порядок, и она не может позволить ему делать все, что он хочет. Она предлагает избавиться от проклятия на кукле, прежде чем уничтожить ее, чтобы жертвы остались невредимы. Куро заманивает куклу в ловушку и подает им сигнал. Кукла выпускает электрический разряд в Куро, и он определяет будущее. Кукла попадает в ловушку Йокая, и они берут под контроль ее руку с электрошокером. Иванага приказывает им закопать куклу, а Куро идет проверить, нет ли там чего-нибудь, что может быть связано с людьми, которых он хочет проклясть. Куро проверяет и видит имена 4 студентов колледжа, включая Т. Т признается, что Зента не мог смириться с тем, что она счастлива. Куро стирает имена, но они понимают, что Зенте не хватило сил, чтобы осуществить проклятие, и его план провалился с самого начала. Они возвращаются в дом Тая после нескольких разговоров. На следующее утро Т рассказывает им, как разбогатела, получив деньги от своих детей и после смерти мужа. Она считает, что Зента не приняла ее,
потому что она была счастлива после смерти своей семьи, и поэтому она ошиблась. Т признается, что хотела бы умереть вместе со своим мужем и детьми, но у нее не хватает смелости покончить с собой. Она говорит, что в доме нет ничего ценного для нее, несмотря на то, что она богата, и что она решила остановить куклу, когда та появилась, чтобы пожертвовать собой ради спасения города. В конце концов, они прощаются с Иванагой, сказав ей несколько ободряющих слов. Иванага и Куро возвращаются домой на машине. Иванага получает приглашение встретиться со стариком Гоити Атанаси. Она узнает в нем председателя известной группы Атанаси, которая управляет более чем 200 отелями по всему миру, а также является известной фигурой в других сферах бизнеса. Она спрашивает, что ему от нее нужно. Они обмениваются несколькими фразами, и он признается, что ему нужна ее помощь в одном деле. Он объясняет, что несмотря на то, что он является председателем группы Атанаси, он никогда не хотел занимать эту должность, потому что он не Атанаси по крови. Он говорит, что работал в одном из отелей группы и предлагал много идей по улучшению. Поэтому президент компании, увидев его потенциал, решил, что он женится на его дочери Суми. Суми стала президентом компании после смерти отца и расширила ее масштабы. Иванага, уверенная в своих исследованиях, говорит ему, что слышала, что он сохранил компанию после ее смерти и что группа обанкротилась бы, если бы Суми проработала еще год. Иванага спрашивает, правда ли, что 23 года назад ее действительно ранил ножом грабитель, которого так и не нашли. Господин Гачи подтверждает это и признается, что он и есть тот самый грабитель, к большому удивлению Иванага. Он объясняет, что убил ее не сам, а демон лиса по имени Йока, с которым он заключил сделку, нарушающую законы природы. Иванага не верит, что председатель международной сети отелей говорит о таких ненаучных вещах, как демоны лисы, но председатель уверяет ее, что именно поэтому он и верит в них. Гачи признается, что действительно заключил сделку 23 года назад, но Иванага спрашивает, почему он решил рассказать ей об этом. Он объясняет, что она известна своим экспертным мнением о сверхъестественных существах. Иванага делает вид, что больше верит в науку, но Гачи говорит, что чувствует, что духи благословили ее, и знает, что она единственный человек, который поверит его истории. Поэтому он и пришел к ней с этой просьбой. Иванага понимает, что больше не сможет его переубедить, поэтому извиняется за свою грубость и просит его продолжать. Гачи начинает свой рассказ о том, что 23 года назад группа Атанаси была на грани распада из-за настойчивости Суми. Но она отказывалась останавливаться, даже когда ей приказывал глава группы. Она активно пыталась контролировать жизнь детей по своему плану, и все были на пределе. Гачи понимал, что если он ничего не предпримет, то жизнь его детей и компании рухнет. Поэтому он уехал в горную виллу, чтобы разработать план. Когда Гоичи был в лесу, он сказал, что если бы Суми не было, то все было бы хорошо. Голос из леса спросил, хочет ли он, чтобы его желание исполнилось. Появился демон Лис и представился. Он предложил исполнить желание Гоичи в обмен на то, что тот исполнит его желание. Гоичи согласился выполнить его просьбу, если Суми не будет, потому что он не мог позвонить, пока Суми была рядом. Гоичи говорит, что Суми была убита ножом ровно через 10 дней. После того, как все успокоилось, он пришел на работу и услышал, как Лис в облике мальчика напомнил ему о его обещании и сказал, что убьет его, если он не выполнит обещание. Гоичи потратил 6 месяцев на строительство горы, а потом стал председателем, поэтому он принял меры, чтобы вернуть компанию. Он также дал своим детям свободу выбора, и все прошло успешно, несмотря на то, что он нарушил табу на убийство. Иванага с иронией предлагает отпраздновать это, но он признает, что это не тот случай. Он сообщает ей, что ушел с поста председателя по состоянию здоровья, потому что у него злокачественная опухоль по всему телу, и ему сказали, что жить ему осталось всего год. Но он пока не хочет говорить об этом своей семье. Гачи говорит, что он смирился со своим диагнозом, потому что наконец-то чувствует, что получает наказание за убийство, которое противоречит законам мира. Иванага соглашается, что его поступок действительно противоречит законам мира, и спрашивает, что ему от нее нужно. Гоичи объясняет, что его сыновья добились успеха после смерти матери, и однажды они могут столкнуться с необходимостью убить кого-то, чтобы обеспечить себе лучшее будущее. Он говорит, что хочет признаться им, чтобы они увидели, что он умирает мучительной смертью из-за своих поступков. Он утверждает, что они могут не поверить, что он виновен в смерти, потому что у него было железное алиби, и то, что он послал духа лисы, кажется неправдоподобным. Он говорит, что ему нужна ее помощь, чтобы убедить детей в том, что он сделал. Гоичи говорит, что у него есть подробный план, как их убедить, и он хочет, чтобы Иванага тоже участвовала в этом. Иванага рассказывает о результатах их встречи Куро, и тот заключает, что это еще одно запутанное дело. Куро пытается отказаться от него, но Иванага говорит, что он ей нужен. Она спрашивает, видел ли он лису, которая заключила сделку с председателем
председателем, и Иванага подтверждает это. По словам Иванаги, только одна лиса подходит под описание, поэтому она быстро нашла ее. Иванага убедила его сотрудничать с ней, чтобы смягчить наказание. Иванага говорит, что у нее возникли проблемы, прежде чем она начала расследование. Куро спрашивает, что она собирается делать с председателем, который получил выгоду от сделки с призраком, и интересуется, не нарушен ли порядок, который она должна восстановить. Иванага объясняет, что ее задача – все исправить, пока ситуация не вышла из-под контроля, так, чтобы это устроило обе стороны. Иванага замечает автомат с призами в виде мистических ручек. Она предлагает сыграть без способностей Куро, и они обсуждают ситуацию Гоичи. Куро спрашивает, не будет ли это плохо, если убийство, спланированное влиятельным членом общества, сойдет ему с рук, ведь это не так уж и важно. Иванага признает, что Гоичи тоже придется заплатить, ведь призрак, который помог ему в этом, тоже был наказан. Куро спрашивает, не расплачивается ли Гоичи уже сейчас за это своей жизнью. Но Иванага говорит, что Гоичи уже старый, и его болезнь – обычное дело. Он бы заплатил за это, если бы был моложе. Иванага утверждает, что тот факт, что он пришел к ней, чтобы исправить свои ошибки, еще один рискованный шаг, ведь ни один уважающий себя взрослый не стал бы ей доверять. Это значит, что он готов обратиться к чему-то, что выходит за рамки обычного, когда ему это нужно, и прошлое его успех держит его в плену. Иванага говорит, что хочет разобраться с его ситуацией, придумав ложное решение, которое сделает его виновным, и расскажет об этом его детям. Но он не согласен с этим, говоря, что они не поверят. Он хочет, чтобы они сами догадались, почему он убил их мать, и заподозрили его. Иванага будет судьей, и ребенок, который придумает лучшую теорию, получит приоритет при разделе наследства отца. Куро признает, что план Гоичи звучит подозрительно. Иванага объясняет, что их отец хочет напомнить им об убийстве, чтобы они начали подозревать его, а она будет врагом, который будет судить в этой ситуации. Куро говорит, что им будет нелегко объяснить, что их отец был виновником, и Иванага предлагает заранее подготовить правдоподобное решение. Он добавляет, что они могут справиться с этим, если он сможет предсказать будущее, но им нужно правдоподобное объяснение, чтобы понять это будущее. Они обсуждают другие варианты, и Иванага заключает, что Гоичи хочет использовать ее в своих целях. Иванага говорит, что представители детей соберутся в отеле в назначенный день, чтобы представить свои решения, и получат ответы на следующий день в полдень. Она обменяется информацией с представителями, обсудит и отредактирует их ответы. Куро говорит, что это похоже на мучительное собрание, поэтому он пытается отказаться, но Иванага пытается убедить его, но это бесполезно. В конце концов они выигрывают приз, и Куро соглашается пойти с ней. В назначенный день председатель вызывает представителя, как и планировалось. Куро говорит, что отец позвал всех, чтобы бороться за наследство, и это похоже на подготовку к убийству. Гоичи представляет их, Сусуму, своего младшего сына, Коя, мужа своей дочери, и Района, дочь своего старшего сына. Иванага представляется и знакомит их с Куро. Она обещает справедливо оценить их теории, чтобы сохранить правду и порядок. Эпизод начинается с того, что Райан размышляет, во что она ввязалась. Она рассказывает, что ее отец первый сын в крупной корпорации, но он отказался от своего статуса, чтобы управлять традиционным японским рестораном. И однажды дал ей задание, которое ему дал его отец. Она утверждает, что может делать все, что захочет, если получит право на наследство. Она признает, что ни одно из условий не кажется ей реальным, и она чувствует себя не в своей тарелке. Иванага тепло приветствует их. Она сетует, что ей пришлось выкроить время в своем плотном графике, чтобы встретиться с ними, но не может отказать просьбе председателя. Она напоминает им, что должна оценить их и расставить по местам, и признает, что тот, кто окажется последним, будет недоволен, поэтому она не знает, чего ей ждать в будущем. Сусуму уверяет ее, что они не будут мелочными. Иванага продолжает, что не хочет навлечь на себя гнев председателя, пока он жив, поэтому выполнит свою роль, но уверена, что результат будет для нее не очень хорошим. Райан спрашивает, почему ее дедушка попросил помощи у Иванаги. Иванага понимает, что они навели о ней справки. Сусуму говорит, что известные ему детективные агентства не захотели выполнять его просьбу, поэтому в ней определенно есть что-то необычное. Коя утверждает, что его племянник был президентом клуба, в котором Иванага состояла в старших классах, и он предупредил ее, чтобы она не переходила дорогу Иванаге. Иванага подавленно говорит, что о ней ходят слухи, о которых она не знает, и председателю это понравилось. Иванага немного подшучивает, представляя Куро как своего парня. Иванага говорит, что она здесь не для того, чтобы наживать врагов, и уверена, что они не хотят целый день обсуждать все это в атмосфере недоверия и паранойи. Райан соглашается с ней, говоря, что она не хочет портить отношения в их семье. Иванага предлагает создать союз, в котором они будут работать вместе, чтобы найти ответ для председателя и обсуждать его заранее. Пока она будет сообщать председателю о том, какой ранг у каждого из них. Она признает, что слушать 3 разных ответа будет утомительно, и уходит, пообещав вернуться через час. Сусуму и Коя задаются вопросом, не было ли это приказом председателя. Коя подтверждает, что она не может игнорировать приказ председателя, Орион считает, что Иванага, похоже, из тех, кто сделает это, не задумываясь. Они обсуждают предложение Ивануги и объясняют свои намерения. Сусуму начинает с того, что ему все равно, какой ранг он получит.
главное, чтобы он мог претендовать на определенные активы. Коя объясняет, что ее жена Каруку будет недовольна, если они получат всю прибыль, потому что она чувствует, что отец ее не очень любит, а Сусуму – любимый сын председателя. И старший сын Рёма пользуется большим уважением, потому что идет своим путем. Сусуму заключает, что Карука просто хочет победить своих братьев и получить удовлетворение от победы. Он предполагает, что Рёма оставил дочери право на наследство, если она выиграет. Рион удивляется, почему Сусуму так ненавидит Рёму, хотя хорошо его знает, но Сусуму говорит, что это потому, что он его очень хорошо знает. Он жалуется, что Рёма отказался от наследства, и это может вызвать подозрения и поставить его в неловкое положение. Рон извиняется за отца, но Сусуму отмахивается. Рон говорит, что они поставят Кою на первое место в рейтинге, чтобы ее сестра выглядела хорошо, а ей все равно, какой ранг она получит. Они согласны с их решением и мирно улаживают спор о наследстве. Однако Райан сомневается в целесообразности этого задания, и Сусуму соглашается, что им нужно прояснить некоторые моменты, даже если они примут предложение Иванаги. Иванага возвращается в комнату и уверяет их, что председатель действительно причастен к убийству, поэтому им нужно подумать, как он это сделал. Но Сусаму утверждает, что в их отце нет ничего подозрительного. Иванага говорит, что в день убийства их матери у всех было алиби, кроме Райан, которая тогда еще не родилась, и кажется, что кто-то их защищал. Иванага считает, что единственным человеком, который мог их защитить, был председатель. Она рассказывает, что Суми посещала ее массажный салон вечером в день убийства. Она ходила туда раз в месяц и не брала с собой водителя, чтобы сохранить конфиденциальность. На обратном пути на нее напали, потому что она решила пойти без водителя. Она звала на помощь, но умерла до того, как местные жители успели до нее добраться. Ее ограбили, поэтому все выглядело как ограбление, и расследование зашло в тупик из-за отсутствия других улик. Иванага утверждала, что у Суми были враги, когда она была жива, и у ее семьи был мотив для убийства. Поскольку все знали, что она посещала салон, они могли устроить ей засаду, потому что она была против брака Кааруку и Кои, а также мешала Риоме и Сусуму осуществить их мечты. Председатель тоже понимал, что у его детей проблемы и что группа находится на грани кризиса, поэтому у них точно был мотив. Иванага рассказывает подробности их алиби в ночь убийства, а Сусуму и Риома, как обычно, громко спорят в офисе. И люди видели, что они обеспечили себе алиби. Кою усердно работал и ходил по домам потенциальных покупателей, так что у него не было возможности сбежать, пока Карука не упала с лестницы в его квартире. Она оставалась одна в квартире, пока он не отвез ее в больницу, и это исключает его из списка подозреваемых. Райан бросает ей отчет о расследовании, и она спрашивает, что он хочет этим сказать. Она говорит, что Иванага намеренно выставляет всех соучастниками убийства, но они специально обеспечили себе алиби на момент преступления. Иванага отрицает, что у нее были такие намерения. Она объясняет, что они все слишком легко согласились на союз, несмотря на то, что это огромное наследство, и кто-то может раскопать что-то нехорошее. Она утверждает, что это может быть совпадением, но Сусуму, Рёма, Кои и председатель тоже могли быть замешаны в этом одновременно. Рю снова задает вопросы Иванаге. Она говорит, что согласилась на союз, потому что не хочет семейных разборок, и если бы они действительно были соучастниками, то не получили бы задание. Иванага подтверждает, что они не были соучастниками, потому что сам председатель это отрицал, но она сказала ему, что они всегда должны нести наказание за свои преступления. Неожиданно Сусуму спрашивает, не хочет ли его отец, чтобы он признался, поэтому он отказался от задания. Сусуму признается, что он и его брат планировали убить свою мать 23 года назад, но кто-то другой убил ее раньше, чем они смогли осуществить свой план. Райан смотрит на него и говорит, что они не ладили больше 30 лет и даже подрались в день убийства. Иванага говорит, что никто не ожидал, что они сговорятся из-за своей вражды. Иванага намекает на их план и признает, что она права. Они оба инсценировали драку, чтобы создать себе алиби, пока убивали свою мать. Сусуму вызвался сделать грязную работу, чтобы они начали драку в общественном месте, а продолжили в пустой комнате, где будет играть запись, чтобы представить Сусуму. Но когда они дрались, им сообщили о смерти матери. Он утверждает, что подозревал отца, но у того было алиби, и он не нанимал никого. Сусуму думает, что Рёма послал свою дочь, чтобы та узнала о его вине в качестве наказания. Сусуму благодарит Иванагу за то, что тот позволил ему рассказать. Иванага поворачивается к Кои и спрашивает, не планировал ли он тоже убить Суми вместе с Каарука, потому что сломанная нога Каарука слишком подозрительна. Иванага намекает ему еще раз, но Коя признается, что все было наоборот. Он утверждает, что Каарука собиралась убить Суми, когда упала в холле и не смогла продолжить их план. Они узнали о смерти Суми, когда были в больнице, но подумали, что председатель узнал об их планах и решил взять дело в свои руки. Поэтому они продолжили жить своей жизнью до окончания задания. Каору чувствовал, что это задание было для них способом признаться в своих прошлых преступлениях, поэтому Каарука боялась идти, и ему пришлось идти одному. Сусуму спрашивает Иванагу, могут ли они прекратить этот фарс, когда преступления Хираты будут раскрыты, но она не согласна. Иванага напоминает им, почему председатель попросил их прийти, и говорит, что дело не в их признании. Сусуму возмущенно спрашивает, зачем она заставила
заставила их признаться в своих планах, и Иванага объясняет, что они оба хотели, чтобы никто не узнал об их преступлениях. Поэтому никто из них не был готов отвечать на вопросы. Она также заметила, что Райану трудно сосредоточиться в такой обстановке, поэтому если они признаются, будет проще. Она снова играет роль судьи и задает вопрос о том, как председатель убил Суми. Все выходят из комнаты, чтобы позвонить и перевести дух. Куро тяжело опускается на кровать, устав от этого морально изнурительного упражнения. Иванага подходит к нему и хвалит его за внешний вид, подразнивая. Куро спрашивает, знает ли председатель, что его дети планировали убить Суми. Иванага отвечает, что она лишь использовала некоторые свои предположения, чтобы заставить их рассказать правду. Но она сомневается, что председатель мог представить себе, что такое возможно. Куро спрашивает, зачем ей было заставлять их признаваться, и она отвечает, что они бы отвлекались на свои мысли, если бы она не заставила их признаться. Она утверждает, что своими действиями сможет привести их к правильному ложному объяснению, которое она подготовила, и вскоре они сами поймут правду. Особенно Райан. Иванага утверждает, что к полуночи она найдет ответ, который ищет. Райан рассказывает отцу об их попытке убийства, и тот извиняется. Он думал, что ему станет легче, если кто-то из них двоих, она или председатель Танаши, узнает правду, поэтому был не против, чтобы она узнала, но сам говорить не хотел. Рон говорит, что она понимает его, учитывая, что Иванага заставила Сусуми признаться. Но Рон добавляет, что, похоже, она не знает, какая на самом деле ее бабушка, потому что, несмотря на все их попытки убить ее, когда они говорили о ней, ненависти к ней не было. Она утверждает, что они все хотели ее убить, но за этим не стояло никаких сильных негативных эмоций. Поэтому она считает, что не до конца поняла ситуацию. Рёма соглашается с выводами дочери, потому что все утверждали, что с ней все развалится. Но после ее смерти он наконец понял, что она не была бессердечной женщиной, которой было наплевать на их счастье. Она была лишь жертвой, которая делала то, что ей велел отец Денжира. Рёма объясняет, что Суми расширяла бизнес в соответствии с подробными планами и политикой, которые Денжира оставил для нее перед смертью. Суми просто выполняла его указания. Денжира устроил ее брак без ее согласия, определил количество детей, которые ей нужно было родить, чтобы обеспечить светлое будущее компании. Спланировал, как они захватят компанию, и решил, за кого она должна выйти замуж. Рёма говорит, что подробные инструкции Денжира заставили Суми настаивать на том, чтобы он стал главой компании, а Сусуму должен был помогать ему. Она также хотела, чтобы Каарука вышла замуж за человека с хорошей родословной, потому что, по ее мнению, это принесло бы им счастье и пошло бы на пользу группе. Поэтому она не одобряла Кою. Рёма признает, что при жизни Суми все шло хорошо, и все было так, как хотел ее отец. Однако Рёма считает, что Суми, возможно, поняла, что ее действия были ошибкой, и хотела отказаться от плана отца, хотя никаких явных неудач не было. Рёма утверждает, что Суми была марионеткой Деньира, поэтому, когда она заметила, что группа разваливается, а у ее детей свое представление о счастье, она решила умереть в нужное время, потому что не хотела идти против отца или нарушать законы, на которых она построила свой успех. Но умерев, она не увидела, как группа распадается, а ее дети несчастны из-за нее. Так что ей повезло. Рёма говорит, что он не оправдывает свой план убить ее, но он думал только о своем будущем. Рёма утверждает, что тогда он попросил помощи у Суми, потому что когда он сосредоточен на чем-то, он теряет из виду все остальное. В отличие от Суми, которая спокойна и всегда видит общую картину. Рёма говорит, что доверял мнению Суми и знал, что если бы он возглавил группу, она бы развалилась. Рёма советует ему рассказать Суми о своих мыслях, но тот отвечает, что уже объяснял это бесчисленное количество раз. Но Суми ему не верит. Рёма также говорит, что если бы они почувствовали себя по-настоящему успешными, следуя плану его матери, то тоже были бы марионетками Деньира. Рёма вспоминает, как Иванага говорила, что успех часто приводит к саморазрушению, и она задается вопросом, не пыталась ли Иванага намекнуть им об этом. Она сопоставляет факты с теорией своего отца и приходит к выводу, что знает, что произошло на самом деле. Рион возвращается домой, и она начинает размышлять о том, что произошло на самом деле. Она утверждает, что Суми покончила с собой, поэтому у всех было алиби, включая председателя. Коя в шоке смотрит на нее, а Сусуми не соглашается с ее выводами, говоря, что у Суми не было причин для самоубийства. Район объясняет теорию, которую придумал Риома, о том, что Сусуми чувствовала себя виноватой, но не хотела предавать отца. Поэтому она решила покончить с собой, чтобы избавиться от страхов и защитить группу Аанаши. Сусуми, все еще сомневаясь, говорит, что после смерти Суми все наладилось. И хотя Суми могла думать о том же, он считает, что ей было легче не подчиниться приказу Денжира, чем покончить с собой. Иватага вмешивается и говорит, что когда человек находится под давлением, он всегда ищет самый простой выход. Она объясняет, почему люди совершают самоубийство, и говорит, что все было бы по-другому, если бы у Суми был кто-то, с кем она могла бы поделиться. Но в случае с Суми у нее, вероятно, не было такого человека. Райан ссылается на слова ее отца о том, что Суми умерла, когда это было удобно всем. Смерть привлекала Суми, но она не могла покончить с собой, потому что это стало бы большим скандалом для группы. А она хотела защитить репутацию группы. Поэтому она решила умереть так, чтобы это выглядело непреднамеренно. Сусуми спрашивает Райан, не означает ли это, что Суми покончила с собой, а это выглядело как убийство. Райан логически объясняет, как Суми, должно быть, спланировала свою смерть и замаскировала ее под ограбление. Должно быть, Суми заранее
вытащила деньги, сама раскидала вещи и позвала соседей на помощь после того, как ударила себя новым ножом, который купила. Чтобы стереть отпечатки пальцев с ножа, Суми, наверное, держала его за край платья. Чтобы снять подозрения с членов семьи, она выбрала время, когда у всех было алиби. Сусуму согласен, что все сходится, но он не понимает, почему их отец утверждает, что это он убил Суми. Рион объясняет, что председатель, должно быть, намеренно заставил Суми желать смерти, указывая на то, что могло заставить ее думать, что самоубийство – лучший выход. Коя с ужасом говорит, что если бы Суми знала, что ее дети хотят ее убить, потому что так сказал председатель, это стало бы последней каплей, которая подтолкнула бы ее к самоубийству. Сусуму заключает, что они все участвовали в убийстве своей матери. Но Иванага вмешивается и говорит, что они не могут быть уверены, что председатель знает об их заговоре, потому что они все планировали тайно. Иванага упоминает, что председатель, должно быть, подтасовал улики, но Сусуму настаивает, что они тоже виноваты. После последнего вывода Рион Иванага спрашивает, согласны ли они с теорией Рион, чтобы она могла объявить окончательный ответ и представить его председателю. Они оба согласны с теорией Рион, и Рион предлагает, чтобы председатель распределил наследство по своему усмотрению, так как они все чувствуют вину за свои действия. Иванага предлагает, чтобы Рион сама представила свой ответ председателю, и Рион соглашается, говоря, что Иванага будет выглядеть злой и мстительной, если она сделает это вместо нее. После того, как Коя советует Сусуму помириться с Риомой, они некоторое время болтают, и Сусуму соглашается подумать над этим. Он предлагает сходить на могилу матери, чтобы почтить ее память, и понимает, что она защищала их как могла. На следующий день Райан рассказывает свою теорию председателю, и тот объявляет, что ответ правильный, но он не знал об их плане убить убийцу, так что это было просто совпадение. Он говорит, что рад, что успел убить Суми, чтобы им не пришлось расплачиваться за это. Сусуму говорит, что они все тоже виноваты, но он уверен, что Суми не держит на них зла, потому что у них не было выбора. Председатель берет вину на себя и рассказывает о своей болезни, от которой он страдает, и говорит, что это расплата за убийство Суми. Он советует им не убивать, и Иванага рассказывает ему об их решении по поводу наследства. Он называет их самоотверженными, но Иванага говорит, что они сделали правильный выбор. Когда председатель благодарит Иванагу за то, что она внесла наибольший вклад в их ответ, Иванага возражает против закрытия спора. Она говорит, что ей не пришлось бы высказывать свое мнение, если бы он сам убил Суми. Она заставляет его поверить, что его уникальный метод был неправильным, и говорит, что сейчас он считает, что поступил правильно, выбрав этот метод. Она утверждает, что он не раскаивается в своих прошлых успехах и в том, что привело к ним. Иванага опровергает теорию Райана, используя контраргументы, и сообщает, что Суми не убивала себя. Она уверенно заявляет, что это было убийство, и просит разрешения раскрыть настоящего преступника. Иванага вспоминает ее разговор с лисом демоном Бубуки. Она подтверждает, что он действительно заключил сделку с председателем, но спрашивает, почему он не сделал так, чтобы это выглядело как несчастный случай или болезнь. Ведь ему с его способностями это было бы легко. Она обвиняет его в том, что он притворялся, будто убил Суми, и все равно просил Гойчи выполнить свою часть сделки. Фубуки превращается в мальчика, и тот хвалит ее за проницательность. Он признается, что не убивал Суми, но и не собирался обманывать Гойчи. Он рассказывает, что в день убийства переоделся бродячей собакой и ждал подходящего момента. Он впервые увидел ее одну, потому что следил за ней. И он собирался воспользоваться моментом и укусить ее за горло, когда рядом соберутся свидетели или она выбежит на дорогу, чтобы ее сбила машина. Но к его разочарованию Суми была зарезана другим человеком прямо у него на глазах. Убийца отбросил ее сумку и забрал деньги, убедившись, что она мертва. Фубуки превратился в Суми и поднял тревогу, чтобы соседи погнались за преступником. Фубуки говорит Иванаге, что женщина умерла после первого удара ножом в грудь. И поскольку на месте преступления не было никаких улик, убийца никогда бы не признался, поэтому он воспользовался возможностью, пока его цель была мертва. Фубуки говорит, что сделал все возможное, чтобы подозреваемый не пришел к нему или его семье. Иванага понимает, что Фубуки знал, кто убийца, потому что видел его лицо. Значит, он прикрыл убийцу и притворился жертвой, чтобы все услышали его крик. Фубуки утверждает, что он узнал убийцу и закричал, чтобы все подумали, что это был мужчина. Он признается, что убийцей была дочь мужчины Карука. Иванага рассказывает всем в комнате, кто на самом деле совершил преступление, и все в шоке смотрят на него. Она говорит, что Карукоку успешно подделала время перелома, а Суми она убила так, как и предполагала. Иванага объясняет, что Кааруку, должно быть, поджидала Суми по дороге домой из массажного салона, и Суми не была настороже. Кааруку ударила Суми ножом, а потом притворилась, что на нее напали, и убежала. Иванага поворачивается к Кое, и она подтверждает, что он знал о преступлении Карукоку. Она утверждает, что он не пытался отрицать ее ложь о сломанной ноге, но солгал, что у них ничего не вышло. Иванага говорит, что председатель хотел убедить их в его преступлении, но Кое и Карукоку думали, что это попытка осудить их за преступление, совершенное 23 года назад. Однако Кое подумал, что есть небольшой шанс,
что это было сделано по другой причине, поэтому он внимательно наблюдал за происходящим. Признание Сусуму стало для него неожиданностью, поэтому он признался, когда Иванага заподозрил его и Кекуру. Иванага говорит, что Коя думал, что сможет избежать наказания, если председатель докажет, что они тоже планировали убийство. Иванага заключает, что после того, как Коя услышал теорию Риона, он, должно быть, наконец признал, что теоретический план убийства Суми был приведен в действие. Но они убили Суми до того, как план был осуществлен. Коя понял, что это задание было дано председателю, чтобы он искупил свой грех. Поэтому он рассказал Каарука, и, должно быть, они почувствовали облегчение прошлой ночью. Иванага подтверждает, что Коя был готов позволить председателю взять всю вину на себя после того, как тот признался в своем плане. Потому что, если бы Коя остановил председателя и раскрыл преступление Каарука, ей бы не пришлось рассказывать правду всем. Она цитирует слова председателя о том, что если человек кого-то убивает, он всегда должен заплатить за это, даже если убийство решает все его проблемы. Иванага говорит Коя, что раз он решил молчать, даже услышав эти убедительные слова, правду должна была рассказать она. Коя называет выводы Иванаги фарсом, потому что она уже доказала, что Каарука не убивала Суми, и что Каарука – последний человек, который подходит под описание. Иванага продолжает свои рассуждения, говоря, что они, должно быть, были удивлены, что люди услышали крик жертвы, и тот факт, что это сработало в их пользу, заставил их подозревать, что председатель использовал свои связи и снабдил полицию ложной информацией. Поэтому они забеспокоились, что на встрече речь шла о том, что он знает об их преступлении. Иванага утверждает, что эти слова действительно произнесла Суми, пытаясь защитить свою любимую дочь. Поэтому она собрала последние силы и закричала, что убийца мужчина. Коя пытается опровергнуть теорию Иванаги о том, что убийца не позволил бы жертве кричать, но Иванага бесстрашно отстаивает свою точку зрения. Иванага утверждает, что Каарука впервые убила человека, поэтому она не смогла убедиться, что жертва была жива. Коя невольно признает, что Каарука сказала ему, что она проверила, дышит ли жертва. Иванага настаивает на своих выводах и сообщает председателю, что Кайоку виновница, а Коя ее сообщник. Однако, судя по характеру Кои, он бы остановил свою девушку, если бы знал о ее планах. Но Каарука, вероятно, рассказала ему об этом только в первый раз, когда испугалась, получив задание, поэтому он отчаянно пытался ее прикрыть. Иванага говорит председателю, что дело давно закрыто, и теперь все зависит от его убеждения и его семьи, и обещает забыть обо всем, что произошло, когда они покинут отель. Иванага утверждает, что просто хотела показать ему, что он доверился силам, на которые не должен был полагаться, и теперь ему придется столкнуться с суровой правдой. Иванага сообщает Куро, что они уходят, но Коя останавливает их у двери. Он направляет пистолет на Иванагу и спрашивает, думали ли они, что он так просто их отпустит. Сусуму пытается остановить его, говоря, что никто из них не станет их винить и никому не расскажет об этой ситуации. Коя признает, что доверяет семье Танаши, но не доверяет Иванаги и Куро, потому что у Иванаги не было причин раскрывать правду. Но она все равно это сделала, значит, ей что-то нужно, и их не должно было быть рядом. Иванага говорит, что не собирается ничего делать, потому что знает, что они оба любят друг друга и многим пожертвовали ради того, чтобы быть вместе. Поэтому она не собирается разрушать их роман. Она пытается сравнить свои отношения с Куро, но Куро прерывает ее нелепые рассуждения. Куро подбегает к Кайо, чтобы остановить его, но Кая стреляет ему в лоб, и он падает на пол. Кая снова направляет пистолет на Иванагу, но Куро оживает и выхватывает у него пистолет, что приводит Каю в замешательство. Кая спрашивает, почему Куро все еще жив, ведь он выстрелил в него и пуля пробила стену, но Куро дает ему странный ответ. Иванага говорит, что не хочет быть врагом группы Атанаси и выходит из комнаты. Через 2 недели после инцидента Райан вспоминает о нем и о том, что произошло потом. Каарука попала в больницу после попытки самоубийства из-за страха разоблачения, а Коя остался с ней. Райан утверждает, что если бы Каарука не рассказала правду, то все закончилось бы иначе. Но ее мучила совесть. Она называет Иванагу безжалостным человеком. Райан приходит в ресторан, чтобы увидеть Сусуму и Риому вместе. Она говорит, что их примирение единственное хорошее, что произошло после инцидента. Сусуму упоминает, что состояние председателя ухудшается из-за пережитого стресса. Район говорит, что ее дедушка потерял сознание после инцидента и был срочно доставлен в больницу, потому что все закончилось не так, как он ожидал. Она утверждает, что это его вина, что он привел Иванагу, и его раскаяние еще больше сокращает его жизнь. Райан спрашивает Сусуму, права ли Иванага в своей теории, и Сусуму подтверждает, рассказывая о том, что произошло на самом деле. Он говорит, что им не следовало вовлекать ее в это, и Райан соглашается, говоря, что больше не хочет видеть ни ее, ни Куро. Иванага и Куро приходят к председателю в его резиденцию по его просьбе. Он утверждает, что сам довел дело до такого исхода, поэтому несправедливо обвинять Иванагу в том, что она не захотела рассказать правду. Он спрашивает, не родственница ли Куро Рике, и они оба шокированы, узнав, что он знает о Рике. Он говорит, что она была первой, к кому он обратился, чтобы искупить свои грехи. Он слышал, что она была бессмертной женщиной, которая могла предсказывать будущее, и находилась в больнице на длительном лечении. Он также слышал, что она может решить любую проблему. Он говорит, что почувствовал что-то нечеловеческое, когда увидел ее в больнице. Он заметил ее на улице 2 месяца назад и решил рассказать ей о своей проблеме.
но она отправила его к Куро и Иванаге. У него были сомнения, но он проверил Иванагу и нашел странные записи. Он почувствовал необычную силу, когда встретился с Иванагой лично, и пришел к выводу, что ни один из них не кажется ему человеком. Председатель сожалеет, что послушался Рику. Он думает, что она, вероятно, привела его к будущему, в котором он следовал ее указаниям, но Иванага уверяет его, что у них нет власти влиять на будущее, которое они хотят. Объяснив ему все подробности, Иванага спрашивает, знает ли он, где Рика, но он отказывается отвечать. Иванага говорит Куро, что не ожидала, что Рика будет отвечать за все. Она спрашивает, почему Рика поручила это ей, и Куро называет две возможные причины. Он говорит, что Рика, вероятно, хотела, чтобы она сосредоточилась на деле и не заметила, что та задумала. Или Рика хотела, чтобы он увидел, насколько жестокой может быть Иванага в делах, связанных с призраками, где замешаны люди. Куро признает, что Иванага не позволила эмоциям повлиять на правду, и она решила раскрыть правду, несмотря на то, что знала, что это приведет к трагедии. Иванага возражает, говоря, что Куро описывает ее как холодную бесчувственную машину, и она перекладывает вину на председателя. Они снова подшучивают друг над другом, а Рика говорит, что Куро до сих пор не понимает, насколько Иванага страшна на самом деле. Эпизод начинается с того, что двое друзей обедают в ресторане, где подают унаги. Они обсуждают, что цены в ресторане высокие и что нужно быть человеком определенного класса, чтобы туда попасть. Кадзио замечает Иванагу и спрашивает, что они думают о ее деле, потому что она выглядит как школьница. Кадзио заключает, что она должно быть наследница, раз заказывает суперлюкс на Ю, и удивляется ее загадочности. Дзюджо отвлекает Кадзио от его мыслей и спрашивает, почему тот вдруг пригласил его на обед, да еще и в дорогой ресторан. Кадзио объясняет, что он чувствует себя уставшим с тех пор, как полгода назад умерла его жена. Он говорит, что в больнице ничего не нашли, поэтому симптомы вызваны его ослабленным психическим состоянием. Однако он говорит, что приходит в себя и теперь хорошо спит по ночам. Он считает, что пора начать все сначала, поэтому решил начать с унаги. Дзюджо-джи подтверждает, что унаги полезен для здоровья, и это известно с периода Нара. Они делают заказ, и Дзюджо-джи просит их взглянуть на ситуацию под другим углом. Он рассказывает о том, как они с Иванагой встретились в ресторане, и это было очень странно. Он говорит, что с древних времен редкие события и загадочные явления считались предзнаменованиями удачи или неудачи, поэтому он думает, что это какое-то знамение для них. Он рассказывает Кадзио о приметах, и Кадзио спрашивает, какое знамение можно увидеть в том, что девушка одна ест унаги в аутентичном ресторане. Дзюджо-джи считает, что это хороший знак, судя по ее милой внешности. Но он говорит, что есть символизм в том, что такой необычный цветок стоит один в ресторане. Дзюджо-джи подробно рассказывает о божественном существе, олицетворяющем удачу и мудрость, как удзабасацу, синтоизме и буддизме. Дзюджо-джи заканчивает свой рассказ, предполагая, что Иванага – это оракул, который говорит им, что мудрый человек раскроет преступление и вынесет приговор. Кадзио застает Дзюджо-джи врасплох, когда спрашивает, не он ли виноват в смерти его жены. Кадзио отмахивается от вопроса, говоря о самах Бусацу. В конце концов он спрашивает Дзюджо-джи, почему тот думает, что он убил свою жену. Дзюджо-джи рассказывает Кадзио о том, что произошло, когда его жену убили. Он говорит, что 6 месяцев назад на нее напали в переулке. Грабитель выхватил у нее сумочку и толкнул ее, из-за чего она упала. Она ударилась головой о стену и умерла мгновенно. Но Дзюджо-джи говорит, что это всего лишь предположение, основанное на том, как было найдено ее тело, потому что никто не видел нападения. Дзюджо-джи утверждает, что если бы Кадзи избил свою жену на улице, то она оказалась бы в такой же ситуации. Кадзи говорит, что да и после смерти его жены было несколько случаев, когда людей грабили, но Дзюджо-джи настаивает на своей теории. Потому что Кадзио мог скопировать сценарий ограбления. Дзюджо-джи также утверждает, что Кадзио мог быть тем грабителем, который использовал ограбление, чтобы скрыть свой мотив убийства жены. Дзюджо-джи объясняет, что жена Кадзио Юки устала от него и хотела расстаться. Но из-за его собственнического и контролирующего характера Кадзио не мог смириться с тем, что Юки хочет уйти от него к другому мужчине. Дзюджо-джи приходит к выводу, что Кадзио мог планировать убить Юки, чтобы она осталась с ним навсегда. Кадзио выглядит невозмутимым, когда Дзюджо-джи говорит об этом. Он спрашивает, есть ли у Дзюджо-джи доказательства. И он упоминает, что беспокойство Кадзио, потеря веса и бессонница после смерти жены были для него достаточным доказательством. По мнению Дзюджо-джи, Кадзио не из тех, кто будет убиваться из-за смерти жены. Скорее, он будет в ярости и попытается найти грабителя, убившего его жену. Дзюджо-джи заключает, что Кё горевал, как любой мужчина, потерявший любимую жену. Но он слишком эмоционально вел себя для своего характера, переигрывая роль убитого горем мужа. Дзюджо-джи утверждает, что Кё пришлось вести себя так, чтобы полиция или окружающие не заподозрили его в смерти жены. Кадзио взволнованно спрашивает, не Дзюджо-джи ли подставил Иванагу, чтобы неожиданно обвинить его и застать врасплох, загнав в психологический тупик. Дзюджо-джи отказывается, говоря, что у него нет с ней никаких связей. Кадзио выглядит разочарованным и заключает, что она все еще остается для него загадкой. Дзюдзио признается, что, возможно, он ошибся, когда решил, что преступник, сбежавший с места преступления, и сеппуку связаны, и поэтому ее необычный вид показался ему пророческим. Дзюдзио извиняется перед Кадзио за то, что сделал неправильный вывод, ведь Кадзио не убийца. Кадзио признает, что Дзюдзио верно описал его характер, а Дзюдзио говорит, что он не мог быть убийцей, потому что был спокоен во время обвинений.
а также потому, что не забыл об Иванаге. Кадзио утверждает, что не ожидал, что смерть Юки так сильно повлияет на его здоровье. Он спрашивает, почему Джудзио не сообщил о своих подозрениях в полицию, а Джудзио отвечает, что не может выдать своего друга. Кадзио хвалит Джудзио за то, что тот хороший друг, но их отвлекает голос Иванаги. Она благодарит официанта и уходит из ресторана, бросив на них взгляд. Вскоре после этого Кадзио и Джудзио расходятся после совместного ужина. Иванага внезапно преграждает Кадзио путь, и он узнает в ней девушку из ресторана. Иванага представляется ему и говорит, что кто-то попросил ее об услуге. Иванага спрашивает, не собирается ли он сдаться полиции, потому что сожалеет об убийстве своей жены. Кадзио, удивленный ее появлением, признается, что теория Джудзио о нем была верна. Он убил свою жену, думая, что ее смерть не сильно его заденет, потому что он такой человек. Он не ожидал, что после этого почувствует тяжесть на душе и похудеет из-за бессонных ночей. Значит, в глубине души он действительно хотел, чтобы Юки жила, даже если бы она принадлежала другому мужчине. Кадзио говорит, что решил сдаться, чтобы расплатиться с долгами, и ему стало легче, когда он привел свою жизнь в порядок. Он хотел вкусно поесть и провести время с другом перед тем, как сдаться. Он утверждает, что принял решение еще до того, как его обвинил Джудзо, и удивляется, откуда Иванага узнал о нем. Он называет Иванагу детективом или частным сыщиком, нанятым родственниками его жены. Он утверждает, что Иванага пошла в ресторан Унаги, чтобы собрать информацию и понаблюдать за подозреваемым. Поэтому, когда она остановила его после ужина, она ожидала, что он будет сосредоточен, и решила воспользоваться этим. Он приходит к выводу, что предсказание Джудзо, что она ведьма, было не так уж далеко от истины. Он называет Иванагу Какудзо Басацу, владеющим мечом мудрости. Иванага не согласна с его выводами. Она утверждает, что зашла в ресторан Унаги с ним случайно, но пока она ела, к ней подошла жена Кадзио и попросила об услуге. Иванага объясняет ему, что дух его жены завладел им, и именно поэтому он чувствовал тяжесть и не мог уснуть. Она утверждает, что его состояние не вызвано ничем психогенным, и была удивлена, когда увидела, что он одержим духом мщения, когда вошла в ресторан. Юки объяснила Иванаге, что она не хочет, чтобы он сдавался. И даже если он это сделает, его состояние не улучшится, потому что он хочет расплатиться с долгами перед обществом. Она умоляет его продолжать жить так, как он жил раньше. Кадзио возражает Иванаге. Он говорит, что его самочувствие улучшилось с тех пор, как он решил сдаться, потому что чувство вины отпустило его. Но Иванага уверяет его, что это всего лишь его фантазии. Дух Юки вселился в его тело, и ему снова тяжело, поэтому он кричит. Иванага передает слова его жены о том, что он недостаточно хорош, чтобы чувство вины влияло на его здоровье, потому что он убил свою жену из-за своей собственнической натуры. И у него нет сердца, способного сожалеть. Она добавляет, что Юки злится, что он считал себя хорошим человеком с совестью. Иванага говорит, что ей все равно, какое решение он примет, пока он живет в таком состоянии. Кадзио останавливает ее, чтобы попросить жену о пощаде, но она говорит, что не обязана выполнять его желания. И что то, с чем он столкнулся, это карма, которая является законом мира, поэтому ей не нужно вмешиваться. Она уверяет его, что Юки в конце концов надоест ему. Кадзио хочет ударить Иванагу, как он ударил свою жену, но сдерживается. Он спрашивает, почему Иванага решил пойти в ресторан один. Иванага сразу меняется в лице и объясняет, что останется на ночь у своего парня, поэтому хочет повысить свое либидо. Она подробно рассказывает о своих намерениях, и Кадзио в шоке смотрит на нее.